Ну что, ребята, всем привет! И сегодня, наверное, один из самых летних обзоров зимой. Добро пожаловать в знаменитый город-курорт Сочи. Что, поехали посмотрим? Поехали! Несмотря что на улице самая середина февраля, в Красноярске, вот здесь, было еще недавно минус 37. В Сочи, вот сейчас 7 утра, и здесь уже плюс 10. Днем будет под 20-ку. Обзор города-курорта, конечно же, лучше всего начинать с прибрежной зоны. 150 почти километров прибрежной зоны занимает город Сочи. И, если я не ошибаюсь, поправьте меня в комментах, это один из самых длинных, наверное, прибрежных городов мира. Вот такая вот у нас тут красота. Ну и, конечно, раз это город-курорт, здесь все зелено. Ну, понятно, что летом здесь, наверное, позеленее. Но я сравниваю с тем, что я видел в заснеженной Сибири, на Урале и, собственно, в других городах из обзоров. Здесь прямо лето. Первое русское поселение было в 1838 году. В апреле этого года здесь высадился русский десант первый, который основал здесь форт Александрия. Позже этот форт был переименован в Навагинский в честь первого десанта, штурм которого оказался неуспешен ввиду погодных условий. Ну и, собственно, в Сочи есть улица Навагинская в честь этого десанта. Прогуливаясь по Сочи, загляните на морской вокзал. Здесь есть много разных сувениров, конечно же, но здесь очень много красивых корабликов, яхточек и даже яхт больших. Ну и само здание вокзала, само здание вокзала 1955 года постройки украшено, солнышко мешает, шпилем высотой 71 метр. И по углам вот этой башенки 4 фигуры, символизирующие времена года или стороны света, как поговаривают. Приглашаем вас в 12 часов 30 минут совершить увлекательную морскую прогулку на самом большом трехпалубном теплоходе. Вот, морские прогулки, кафе, бары, рестораны, уличные художники, рыбалка. И, конечно же, сувениры. Вот они, эти яхты. Обязательно к посещению, хэштег обязательно к посещению, зайдите в кафе «Белые ночи». Это легендарное место. Более 20 лет принимает на гостей это кафе-ресторан. Невообразимо вкусная кухня. Ну и, мне кажется, этот ресторан был снят в каком-то фильме. Если знаешь в каком, напиши, пожалуйста, в комментариях, буду очень признателен. Как я уже сказал, если не самый, то один из самых длинных прибрежных городов. Тут все вокруг моря. Вернее, как сказать, не вокруг моря, наверное, а все рядом с морем. Ну и, соответственно, каждый отель старается выделиться, выпендриться. Каждый отель, каждый ресторан. Вы не представляете, какие тут ароматы по улицам гуляют. Шашлыки, жареное мясо, грузинская кухня.
тут просто можно отсюда, наверное, не уехать, а укатиться. А если вы прилетели на самолете, то есть огромный шанс, что вас не пустят из-за перевеса. Как заведено на нашем канале, в обзор города время от времени включаем разные заброшки. И вот смотрите, что нашел. Памятник советской архитектуре, комплекс зданий и сооружений санатория имени Орджоникидзе. Он сейчас закрыт, потому что он заброшенный. Но мы нашли, как в него залезть. Сейчас пойдем посмотрим, что там есть. Идемте с нами. Собственно, вот он, центральный корпус. Вот эти 6 колонн. Внутри был ресторанчик. Вот вам и сталинский ампир. Ну и, соответственно, главная фигура, главная доминанта, наверное, этой территории, это вот такой фонтан с танцующими и сидящими дженчиками. Ну, естественно, фонтан уже не действующий, но, ребята, народу тут умотаться. Ребята, на такую пешую экскурсию по санаторию Орджоникидзе можно потратить чуть больше часа. Ну, если особенно посмотреть все, что хочется посмотреть. Гляньте, какие тут пальмы. Поэтому полный обзор смотри в отдельной серии. Там будет, наверное, она выйдет после сочинской как раз. Ну все, поехали дальше. Вот такой зеркальный красивый новый вокзал теперь в Сочи. Ну как теперь? Сколько уж прошло с Олимпиады? 6 лет? Ну вот 6 лет уже есть. Хочешь такой кружок? Пиши в комменты. Скажу, где взять. Ну что, друзья, и, наверное, завершающий аккорд, завершающая точка в нашем обзоре Сочи, это, конечно же, то, что есть в каждом обзоре про город Сочи, это Олимпийский парк. Сейчас переверну камеру, хватит маячить. Вот он, с высоты птичьего полета. Стадион Фишт. Ледовая арена. Айсберг. Стадион Формула-1. Но сейчас там никто не ездит почему-то. Прямо под нами Сочи парк. Аттракционы, шутки, конкурсы, приколы. Дальше Роза Хутор со своими белоснежными горами, белые шапки. Ну и самое главное, что здесь есть, ребята, черное синее море. Вот так. Друзья, это был Сочи. И он был глазами Ural Adventure Company. Пишем в комментариях, куда ехать дальше. Чего там понравилось. Туда же. Ссылка на видос про Орджоникидзе. Ее не будет в описании, потому что он же будет после. Поэтому ждем через неделю. Ну все. И каждый понедельник на нашем канале обзоры российских городов. Все. Всем пока.